Рано утром, в 5 утра, вошли, ударив, даже там и не спросили, открой, не открой, это, концом оружия, двери открылись, собирайтесь, вас ведут на расстрел, было сказано. На расстрел. Некоторым семьям говорили на расстрел, а некоторым, говорят, в деревне говорили, что собирать с вечера уже даже сказали. Были такие семьи, которых собирались с вечера уже. Мои родители были в страшном растерянном состоянии. Единственная была сумочка, где в сумочке были документы, которые мама взяла, и папин диплом. Папа. Фамилия его Алиев Рифат. Сын Али, муфтия Бахчисарая был, который в 24 году от голода умер. 24-м. Когда депортировали, папе было 25 лет. Мама Исмаилова Хатиджи, ей было 20 лет, когда ее депортировали. Я родилась в этой теплушке на 3-й день. В вагоне, мама рассказывала, около 200 человек обито было. Прям лицом-лицом стояли, сидели. Там невозможно. Если одни стояли, то другие могли немножко поспать. Потом другие вставали, ложились другие. Вот в таком состоянии в доме, в таком состоянии эта теплушка была. Она очень переживала, как же она родит. И вдруг началась бомбежка на 3-й день. Бомбежка. Поезд остановили, открыли двери и сказали: выходите. Все бросились в поле, но мама не могла. И тут начались роды. Папа остался около нее, принял меня. Когда все вернулись, я уже родилась. Постелили какой-то мешочек, меня положили и читали молитву и говорили. Молла сказал: «Козайдын», это значит счастье какое, ребенок родился. У кого есть что, это мне мама рассказывала, дайте завернуть ребенка. Представьте себе. Я говорю: и давали, мама? Да. Кто рукав сорвет? Рукав. Кто кусочек там нижнего белья, кто кусочек платья своего, чтобы меня завернуть. Почти месяц поезд шел в Среднюю Азию, почти месяц. Мама говорит, давали, говорит, в этих каких-то цистернах воду. Вода и хлеб, вода и хлеб. И умирали в основном дети и старики. Дети и старики. Прибыли в Беговатский район, пустыня, утром. Вышли. Там уже ждало местное население из разных колхозов. Они приехали забрать людей на работу к себе. Выбирали сильных людей, видимо. Родители они моих не взяли. Потому что маленький ребенок я была, наверное. Они до вечера сидели. Жара 40 градусов. И вдруг тарахтайка, русская семья, муж с женой. Сосланный когда-то деникинский офицер был. Они забрали нас к себе, чтобы папа с мамой помогали. Мама помогала, а папа вот так тоже, наверное, помогал, я не знаю. Но зимой он ловил дрова в реке Амударе. Там была Амударья, ловил дрова. И мама говорит, я каждые 2 часа прибегала в этот курятник, который они дали для житья. И спасибо им за это. Царство небесное им. Их уже наверняка нет живых. Кругом змей, хвосты змей висят. Мама говорит, я от страха не знала, что делать. Ты лежишь, спишь. Вокруг змеи ползают. Я говорю, ну неужели они меня не кусали? Она говорит, нет, представь себе, змеи не кусали. Видимо, наверное, чуяли, что ты ребенок. Никто тебя не трогал. Там, по-моему, каждую неделю отмечались в милиции. Потом каждый месяц. И мои родители сняли угол. Комната, где снимают угол 4 семьи, например. Там, может быть, 10 человек в каждой семье. Каждый угол был занят какой-то семьей. Папа строитель был, он устроился танец, начальник, это польский еврей. Он был начальником стройки, а папа у него был прорабом. Как-то, видимо, зарплата была, что-то мы чуть-чуть лучше стали жить. А была американская помощь, студебекеры.
А мама не может. Она попросила меня, чтобы я с соседкой стояла в очередь, потому что в этих очередях по 5-6 часов стоишь за этой помощью. Наконец, я вот это никогда не забуду. Моя очередь дошла, и стоит солдат, он спрашивает у меня. Я говорю, да, я вот, мамы, папы нету, папа работает, мама на рынке, можно я возьму? Да, но ты, говорит, не донесешь это до дома. Я, говорит, тебе помогу, отойди в сторону, подожди немножко. Закончилась раздача, видимо, этой помощи. И он мне спрашивает, где ты живешь? Я повела его. Я каждый раз, когда мы шли, поворачивался и смотрела ему в лицо. Он всю дорогу шел и плакал. Молодой этот человек, этот американец, всю дорогу шел и плакал. Мы дошли до дома, я ему показала, где мы живем, дал он мне этот пакет огромный, большой пакет был. Я сейчас не помню, что там было. Какие-то продукты, наверное, не знаю. Не помню. Но вот помню вот это событие. А самый прекрасный праздник был, если из войны возвращается солдат, татарин, например, он ищет свою семью. И мы водим, группа детей водит его, показывает вот здесь, и вдруг находит он своих родных. Они бросаются, плачут, рыдают. А мы для чего это приходили? Потому что после этого называется это обряд козайдын. Нам раздавали конфетки. Конфетки или кусочек сахара. Вот это был самый кульминационный момент. В 1945 году около 300 военных крымских татар, героев войны с медалями, вернулись в Крым, пришли в комендатуру. И сказали, почему вы наши семьи выселили? Почему вы это совершили? Какие предатели мы? И швырнули свои медали на стол. Не знаю, как получилось там, но их собрали. Это мой муж собрал этот материал, я от него это слышала. Собрали их в каком-то здании и сожгли. Их не расстреляли, их сожгли. 300 человек, 300. Делайте выводы. Дальше меня устроили в школу, в школу номер 21. На улице Ташкентской. На улице Ташкентской, когда я приходила в эту школу, первый класс, мама приводила меня, у нас была зауч младших классов, Марья Зариповна, казанская татарка. И она не пускала меня в класс. И каждый раз на дверях в доме, в нашей комнате, висела рваная сумка. В этой рваной сумке я знала, что бутылка водки. Мама хватала эту сумку, заново летела в школу, а в старших классах он после войны, наверное, я не знаю, Иван Иванович заучем был. Ну, наверное, выпить любил, я не знаю. Мама тоже, Иван Иванович, помогите. Он, потом благодарность, эта бутылка, и он ввел меня в школу, в класс, и требовал, чтобы меня не трогали. Это почти... А почему она вас не пускала? Она требовала, чтобы я училась в другой школе. В школе за городом. Вот для тебя там. Из-за моей национальности. Извините меня, это если бы только бы ко мне, то у меня был двоюродный брат Рулан Кадыев, также с ним поступали. А он на золотую медаль окончил. Мой муж окончил на золотую медаль, ему не дали. Извините, учились они прекрасно. И в один прекрасный день, наверное, мне надоело прибегать домой и говорить маме, дай мне, мама, помоги. Я схватила эту бутылку, положила в портфель и пошла, решила сама распорядиться с этой бутылкой. Меня опять выгнали из класса, не допустили в класс. Я поднялась на второй этаж и, наверное, совершила ошибку. Я эту бутылку торжественно при всех всучила этому заведующему. Произошел дикий скандал. После этого перестали меня трогать. Я уже спокойно, свободно ходила в класс свой. Однажды, когда я шла по дороге, бригада молодых ребята, девочки, мальчики, и вот иду, татарская морда! И началась драка. Я тоже дралась. Все, разорвали, платье, банты, не знаю. Я дала сдачи, мне дали сдачи и вернулась. Мама ничего не говорила, она понимала, тут же штопала или что-то заменялось и так далее. Все, на этом заканчивалось. Представьте себе,
В 1953 году умер Сталин. В школе все рыдают, учителя, ученики воем рыдают. Нас собрали. Я стояла и жду, думаю, когда нас отпустят, когда нас... Я лечу домой и открываю дверь, влетаю и говорю, ура, Сталин умер, мы вернемся на родину. И меня так ударили по губам. Кто? Родители. Сказали, ты что делаешь? Шепотом говорят, ты что говоришь? И они боялись еще долго, вновь прибывшие, даже наготове, у нас всегда наготове дома, в одном месте, все знали, здесь деньги, здесь наши паспорта, документы, и вот так вот. Все это наготове бывало. Всегда. Это в каждой татарской семье так. Мы все знали. Кто знает, может быть. И самое интересное, когда мама молилась, я говорю, будь проклят тот. Она, ни в коем случае так не говори. Это он не виноват. Его сердце Бог ожесточил. Его за что-то ожесточил его сердце. Поэтому он совершает такое. Поэтому он совершает с людьми такое. Это про Сталина. Да. Очень многие так говорят. Когда так говорят, вы вдумайтесь в это. Вдумайтесь. В семье единственная рыдала веселая моя бабушка, которая сказала, вы вернетесь, а я не вернусь. С самого детства, что нас депортировали, я это знала. Мои родители рассказывали, какая земля, какой Крым был, какие люди, соседи были. Почти каждый вечер. Или же приходили, когда гости, это еще вообще был праздник. Мы садились и слушали их воспоминания о каждом почти районе, городе, улице Крыма. Это почти каждый день было. О чем вы говорите? А бабушка моя, если она дома, сидит, вяжет чулок, носок вяжет. Ей уже много лет было. Сидим, бабушка, расскажи, пожалуйста, что там еще было в Бахчисарае, ты говорила. И вот она начинала, вот Бахчисарае такая мечеть. Она каждую мечеть, название каждой мечети знала. Сколько народу туда приходит, какие родственники. А вот это что говорил? Радио мы не слушали, это нам было неинтересно. Но вот это было дома, что о чем говорилось, это была сказка. Я видела в одной деревне, в колхозе, это в Узбекистане, нас школьник посылает собирать хлопок. И оказалась татарская семья. Я видела, как одна бабушка, татарка, выла. Я говорю, у нее кто-то умер? Она так, нет, она время от времени всегда так плачет. Вспоминание ее одолевает родины своей. В классе учились разные дети, разные национальности. Никогда о национальности никогда этого не было, не видела. Все друг к другу прекрасно относились. Хорошие ребята были. Не знаю, живы ли они, не живы, не знаю. 10 классов там окончила. Дальше поступила в университет, Самаркандский государственный университет. Дальше свадьбу устроили, выдали меня за него замуж, Сабри Изидинов. И он тоже в дороге родился. А родился в дороге, когда их отправили из Крыма, в 1934 году раскулачивание было, и их отправили на Урал. На Урал отправили. Вот он в дороге и родился. И это очень моих родителей обратило на это внимание. Значит, судьба. Судьба всегда меня преследовала. Они мне, если я что-то не то делала, они говорят, тебе Бог дал жизнь для чего? Ни в коем случае. Ты должна... Если, например, я говорю, я не хочу вот это делать. Слова «не хочу» нет. Для чего тебе жизнь оставил Бог? Потому что у них на глазах дети умирали, старики умирали в поезде, и они решили, что это судьба. И когда мулла, который ехал в поезд, молился и говорит, вот эта девочка нам оставила жизнь, вот ее судьба. Видите, вот это об этом все время говорилось. Переехала в Москву. Я стала преподавать французский язык. Я еще преподавала португальский и испанский в Институте международных отношений по часовой работе. Все время пыталась свой родной язык восстановить, потому что бабушка моя тоже говорила. Например, мои подруги приходили, они русские были, с ней здоровались, разговаривали. Я говорю, бабушка, ну неужели ты не можешь с ним по-русски поговорить? Ты же знаешь. Она говорит, знаю, ама, знай джамкемий. Знаю, но знать не хочу. Знаю, ама, знай джамкемий. Вот так вот она говорила. Такая приятная, очень умница, шутница была. Ни одного седого волоса не было у нее. У нее все волосы черные были.
Я говорю, а зачем ты всем говоришь, что ты красишь, чтобы не сглазили, говорит. И звонок по телефону. Я слушаю. Мы тебя ждем. В аспирантуру ты разве не будешь поступать? Из Института языкознаний. Мусаев Кенисбай Мусаевич. Я хотела взять тему, сейчас скажу, заниматься словарем. Словарем 13 века. 13 века. Знаменитым этим словарем, который памятник единственный крымских татар. Он говорит, нет, ты этой темой не будешь заниматься. Ни у меня, ни у кого. Объясню, тебе не дадут, сказал он мне. В 1941 году, когда я написала диссертацию, хотела защитить, в 1944-м, и вас выселили, ты не представляешь, через что я прошел здесь. Он плакал, когда это все говорил. Какой старенький. Он и не старенький был, а я вот, мне жалко было. Он сидел, плакал. И говорит, давай, говорит, дадим тебе безобидную тему. А тема безобидная – это изъявительный класс, грамматика. Но самое интересное, пришел новый заведующий кафедрой. Цвилинг Михаил Серафимович. Вызывает меня в кабинет и говорит, так вы, оказывается, еще по крымско-татарскому диссертацию пишете? Нет, это не может быть и речи. У нас только с французским языком можно, а другого не может быть и речи. И началось такое, вы даже не представляете, полное выживание. Полное выживание. Вы можете представить, заседание на кафедре, например, у нас мест нет, человек на человек сидит, а где я сижу, всегда пусто. Все боялись садиться около меня. У нас на кафедре работали родственники Сталина. Невестка, что ли, я не знаю. Ну, фамилия уже еврейская на кафедре. Нормально. Представьте себе, она единственная, которая со мной без страха здоровалась. Другие не здоровались, когда выяснили, что я крымская татарка. Она одна здоровалась. И тем не менее я получила диплом. Они решили меня поздравить на кафедре, что я диплом, это собрание. Я встала, мне заявление было написано об уходе. И я сказала, я не хочу работать с такими советскими преподавателями, националистами. В 1975 году мои родители переехали из Самарканда в Крым. Вы не представляете, через что мы прошли. Каждый месяц, папа, приезжайте, нас опять здесь выгоняют, нас опять выгоняют. Как только папа затевал ремонт во дворе, сосед через забор говорил, Рифат, а ты не боишься, что вас депортируют? А папа тут же бросал все, швырял, уходил в комнату и начинал плакать. Как-то был случай, приехала инспектор, эта самая женщина, говорит, не стыдно вам, бессовестные, родители сюда отправили, не берете к себе, сюда отправили. Они говорят, на родину себе вернули. Она меня стыдила во всем, что я отправила родителей на родину. А где-то деньги давали, взятки. Взятки еще какие брали там. Благодаря этому разбогатели очень многие. Представьте себе, взятки брали. А я видела в этом Марино муж с женой. Они купили домик, но их не прописывали. И вечером прибыла бригада с трактором. И вот этот дом снесли. Дом, куда они въехали. Их вещи были там, их вещи швырнули во двор. И два старика вот так, муж с женой вот так сидят, плачут. Все мы смотрели, а потом ночью, когда они ушли, ночью все, кто проживал там, татары, никто это не оставит. Приходили, накормили их, потом кто-то забрал их на ночь к себе ночевать и так далее. Тетя моя мне говорила, да, перед войной полная религиозная паралич был. То есть неверующие вот так вот не ходили и так далее. Я видела кадры фильмов документальных, как крымские татары бегут разрушать мечети. И вот только попав в струю вот этой депортации, попав в Среднюю Азию, и влияние именно среднеазиатских, потому что, объясняю, среднеазиатский узбек, пусть будет таджик, кто бы он ни был, я просто это видела, он днем учитель университета, доктор наук, или декан, или ректор. Плевать ему, он одевает свой чапан и будет молиться. И дома, и в мечеть праздничные дни пойдет вместе со всеми. В мечети украшали там наверху, да здравствует это самое, коммунистическая партия над мечетью, вот так красная, а все идут на молебен. Вдумайтесь в это. И, видимо, это тоже повлияло на мусульман, моих соотечественников. И они, подумав, да, неспроста мы попали в такую страшную ситуацию. Потому что перед войной делалось очень большие глупости.
Безверие было невероятное. Мой народ, попав в Среднюю Азию, очень претерпел страшные вещи там. И голод, и холод, и смерть, все. Но они страшно трудолюбивый народ. Я ни одного татарина, крымского татарина не знаю, у которого несколько десяток профессий нет. Если он строитель, он не просто каменщик, он и электрик, он все, у него золотые руки. И при этом приговаривать, это пригодится. Всякое может быть, это пригодится. Сейчас вы улыбнетесь. Наверное, самая спокойная жизнь была при Брежневе. При Брежневе. Можно было и работать, и так далее, и взятки давать, и тихо это сдать, и не давать. И все нормально было. Все нормально было. Для того, чтобы вернуть, получится, кого-то надо обидеть заново уже. И так далее. Вот какие истории получаются. Но не обижать моих соотечественников, которые живут в Крыму, не обижать их, не унижать. У нас и так болезненное национальное достоинство, очень болезненное. Мы всегда это очень теперь воспринимаем, например, если не со мной, то с кем-то, с моим соседом, как будто бы со мной это происходит, воспринимаю. Понимаете, так же переживаю. Каждый год 18 мая на площади там собирались мои соотечественники. Митинг был. Я приехала, и, конечно, к 18 мая я приехала. Я пошла на площадь. Ни одного человека, ни одного, ни выступающего, ни этого. Я так удивилась. Ни одного человека нету. Я говорю, как это так? Он говорит, а все, теперь уже, говорит, собирается только раз, вот 18 мая в Симферополе. Он говорит, в Севастополе уже не собирается. Я в шляпе в какой-то вот так стою, и, оказывается, меня так сфотографировали, потом мне показывали эту фотографию. Я села на такси, буквально за 2 часа дорог, на час меня привезли в Симферополь. И я стою на площади, там площадь, вышел муфтий, джемаат, народ. Давайте помолимся за умерших, покойных наших, отдавших души. И вот эта грязная площадь, все сели на колени, молятся. Все сели на колени, молились. Вы не представляете, тишина такая, просто замогильная тишина. Только этот читает молитву, мы все молимся. И падаем ниц вот этой голой земле, грязной вот этой голой земле. Потом мы встали, потом выступили там люди. И на этом закончилась наша, этот митинг. Ну, я успела на этот митинг. Я успела на этот митинг.